Ну что, ребята, всем привет, с вами снова Бутербродберик, и в сегодняшнем видосе у меня есть ровно 1 неделя, чтобы сделать огромный человеческий глаз размером с 2 человек из бумаги и сделать фотографию в Инстаграм. Хочу только добавить, что я вдохновилась на эту работу и на эту поделку благодаря арту чувака, которого вы видите сейчас на экране. Ну и в принципе все, мы погнали делать дела. Ну что ж, мы наконец приступим к созданию самой гигантской, как мне кажется, глупости на моем канале. И для этого мне понадобился первый попавшийся в интернете латексный шар, который, как нам обещает интернет, может достигать размеров в 1,5 метра. Естественно, мы его настолько сильно не накачивали, потому что риск взрыва был большой, и мы решили лишить такого удовольствия наши соседские барабанные перепонки. Все-таки еще пригодятся. Ну и как минимум потому, что делалось это все примерно в 2 часа ночи, как, впрочем, и 90% контента на моем канале. Я думаю, если вы тоже работать можете и хотите только по ночам, то вы меня поймете. Надули мы шар, кстати, насосом для матрасов, и не скажу, что это было легко, как вдруг неожиданно самым сложным этапом для нас стало завязать хвостик внизу шарика, и сделали мы это огромным количеством ниток и усилий, но воздух все равно просачивался. И в общем вы дальше сами увидите, какие приколы нас ожидали в процессе работы. Первый слой мы покрыли подсолнечным маслом, чтобы шар можно было легко отделить от бумаги в будущем. И его можно покрыть как вазелином, мне кажется, так и любым другим кремом или маслом для тела, например, которые не дадут просто латексу из шара приклеиться к бумаге. Для этого это делается. Если бы у меня не было возможности сейчас снимать это видео и создавать всякое на своем канале, то, скорее всего, я занялась бы именно дизайном. И если вы не знаете, с чего начать, или находитесь, например, в поисках себя, но, как и я, не безразличны к красивому визуалу и творчеству, то благодаря онлайн-школе дизайна Contented вы легко сможете превратить свое хобби в любимую работу. Сейчас я кратко расскажу о 2 направлениях в дизайне для тех, кто не может определиться. Если, например, вас, как и меня, привлекает анимация статичных фигур, текстуры и взаимодействие объектов, то вам определенно подойдет направление Motion Design. Если же вам больше по душе создавать логотипы, баннеры, дизайнить сайты, обложки, книги или что бы то ни было из того, что можно напечатать или использовать в повседневной жизни, то ближе всего вам будет профессия именно графического дизайна. Независимо от направления, которое вы для себя выберете, на протяжении обучения в онлайн-школе Contented вас ждет не только теория, но и очень много практики. Опытные наставники и лучшие мастера своего дела будут помогать вам на каждом этапе обучения, а работать вы будете с реальными клиентами по их брифам. Именно поэтому по окончанию курса у вас в портфолио будет более 10 готовых кейсов, а ребята из карьерного центра Contented помогут вам с трудоустройством. Поэтому прошу вас, не упускайте свой шанс и начинайте обучение в школе дизайнеров, которую дизайнеры и создали. А по моему промокоду, который вы сейчас видите на экране, получайте скидку в 45% на обучение на оба курса и делайте свои первые уверенные шаги в сторону дизайна. Ссылка уже ждет вас в описании. Я думаю, это уже понятно, что делать мы все начали в технике папье-маше, суть которой заключается в накладывании газет либо любой другой бумаги друг на друга с помощью клея ПВА. И в результате у нас должен был получиться крепкий шар, который будет держать свою форму без опоры в виде латексного шарика внутри, но у меня никогда и ничего не идет по плану. И я думаю, далее вы узнаете почему. В ход шло абсолютно все, как старые газеты, тетради, так и каталоги. И если считать, сколько ушло клея, то это просто фантастические цифры, потому что я вообще изначально планировала уложиться только в 1 или, максимум 2 бутылочки клея, потому что бумага и акрил у меня уже были. Подумала на тот момент я, но я никогда так сильно, наверное, не ошибалась, потому что клей пришлось докупать просто в бешеных количествах, до таких, что в итоге ушло литра, наверное, 4, если не больше. И очень жаль, что ко мне слишком поздно дошло, что клей можно разбавлять с водой в пропорциях примерно 1 к 1, и от этого не особо суть меняется, потому что так высыхает все в разы быстрее и наносится куда удобнее. Там уже по желанию можно было просто окунуть кусок газеты и без особых усилий накладывать, наверное, их один за другим на шарик или на что угодно. Папье-маше техника вообще очень классный, и с ее помощью можно создать вообще что угодно без особых затрат.
Как я уже сказала, мы пытались сделать глаз только из клея и бумаги. Этой прочности хватило бы для того, чтобы сделать фотографию и просто забыть об этом. В какой-то момент я и правда верила, что все получится, и вроде как получалось. Не так аккуратно, как мне того хотелось, но вполне сносно. И думала я так ровно до того момента, пока в один прекрасный момент шар не лопнул. Сказать, что я была расстроена, ничего не сказать, потому что мы не спали и очень долго за день до этого обклеивали этот шар, чтобы скорее его закончить и показать вам, что смотрите, как круто можно сделать огромный глаз из бумаги, особо не заморачиваясь. Но нет. Еще нужно было срочно успеть сделать фотку с этим реквизитом, пока у нас сакуры цветут, а тут вот такая херня, и это все в последний момент. Хотя, мне кажется, это не было бы такой проблемой, если бы у нас был, например, запасной шар, и мы бы сразу надули его внутри этой штуковины, но нам все-таки пришлось заказывать еще один шар, который нам пришел примерно спустя 3 дня, и за это время мы сделали вообще все, что могли, лишь бы наша форма не засохла в виде половой тряпки. Нам удалось надеть ее на штатив, и потом еще долго выравнивать шар изнутри, но я вроде как справилась. И нам удалось впихнуть туда еще один шар, чтобы по бырику все это обклеить и еще в несколько слоев и тупо забыть об этой ситуации, как о страшном сне. В итоге, после нескольких ночей без сна, а именно столько времени, мне кажется, ушло на то, чтобы просто обклеить шарик газетами, но ушло намного больше, даже почти неделя, как мне кажется. В итоге слоев я сделала примерно 5 или 6, и этого оказалось достаточно, чтобы шар наш держал форму, но появилась новая проблема, на которую я бы, скорее всего, закрыла глаза, если бы Мартин не предложил очередную авантюру, которая очень меня заинтриговала. Проблема заключалась в том, что второй шар хоть и не лопнул, но очень быстро начал сдуваться под весом мокрых газет, из-за чего на нужной нам форме начали образовываться ужасные впадины, которые были, прям, мягко говоря, слишком заметны. Как мне казалось, тогда выбора не было, и мы, по идее Мартина, взялись за покупку монтажной пены, и, честно скажу, я никогда с ней не работала, и риски были очень большие, все просрать и испортить эту работу, но отступать, мне кажется, было уже некуда. В целом у нас ушло 11 баллонов пены, что добавило этому шару стоимости, в которую он нам обошелся, и веса, очень большого веса. Но я до сих пор считаю, что эта сумма и время стоили того опыта, через который нам пришлось пройти. Да и вообще работать с новыми материалами — это всегда круто, если у вас есть время и, конечно же, желание. И рисковать иногда тоже круто, потому что результат может получиться либо еще круче, или же наоборот. Но мне кажется, этот риск того стоил. Итак, при работе с монтажной пеной я вам скажу, что очень важно надевать перчатки, защитную маску и работать в проветриваемом помещении. Мы, как обычно, делаем это там же, где спим, я это говорила в прошлом видосе, просто потому, что у меня нет выбора, но в ближайшем будущем я очень надеюсь снять для подобных экспериментов студию, чтобы не подвергать наше жилище и пространство таким издевкам. В итоге мы засрали все: стены, пол, ковер, и не только. Лично для меня плюсы монтажной пены в том, что она очень быстро сохнет, примерно минут 20-30 максимум, и увеличивается примерно в 3-4 раза. А еще она очень прочная и поддается резке. Хотя по ее виду внешнему так не скажешь, потому что создается впечатление, как будто это обычный пенопласт, но нет. Из минусов, наверное, первое — это шум.
которые издают баллоны при работе с ними. И сама масса, если вы, не дай бог, притронулись к ней руками, будет похуже, чем от суперклея эффект, потому что ее невозможно отмыть, и, скорее всего, она останется у вас на пальцах или одежде еще очень надолго. Именно поэтому я советую надевать перчатки, прям обязательно. Мы потратили примерно 2 дня на то, чтобы залить все пеной, но шар получился все равно не идеальный. И так как вся эта проблема была сзади, было принято нами решение просто забить на это. И да, один из самых больших стрессов для нас стал момент, когда мы поняли, что глаз все-таки не пролезает в дверной проем, и мы начали резать его пополам. Плюс, естественно, его так будет удобнее нести к месту, где мы планировали делать фотографии, потому что он получился, достаточно такой увесистый, и нести его так было бы просто нереально. И красить тоже было удобнее, и шпаклевать. Шпаклевка, кстати, у нас была для дерева, ведерко которой нам, на удивление, хватило с головой на все это дело. А все потому, что некоторые места на глазу были очень дырявыми, и это портило нам целую картину. Но не зря же мы столько старались, чтобы в конце это выглядело так себе. Тем более это с лицевой стороны. Приступать к покраске было очень волнительно, и я с самого начала ждала этого процесса, если признаться, но это опять оказалось дольше и сложнее, чем я думала. В общем, ничего нового. Ладно, наверное, я вру, потому что в этом деле нового целая куча, как минимум радужку я рисовала прям впервые в своей жизни, еще и такую большую, да еще и так детально. Благо у меня референс был рисунком, а не фотографией, потому что по фотографии рисовать всегда намного сложнее. В целом, я считаю, что я справилась с этой работой достаточно хорошо, потому что главное, чтобы результат меня устраивал. И смотрелся, конечно же, круто на фотографии. Я бы вообще хотела сделать такую рубрику на канале, где вместе с вами буду воплощать свои сумасшедшие задумки для фотографий. Мне кажется, только так я буду чаще публиковать контент в Инстаграм. Кстати, можете подписаться на него и пишите, стоит ли делать такую рубрику. Ладно, все равно я как минимум попробую это сделать, поэтому остается только запастись терпением и временем, и силами, и ресурсами. Короче, как вы поняли, это будет все не так легко, но я постараюсь все успеть. Как вы поняли, в итоге все прошло успешно, и мы все-таки сделали фотографию. Тоже не с первой попытки, я вам честно признаюсь. Плюс сложновато было нести на себе эту тяжеленную бандуру через весь город, чтобы сделать всего парочку фотографий. С нас смеялись, нас снимали и задавали глупые вопросы, но, по-моему, оно того стоило. И класс в итоге нашел свой дом и переехал к нашей подруге, которая забила его еще до того, как узнала, что это вообще такое будет, пока эта штука даже не была похожа на глаз. И это, наверное, хорошо, потому что у меня все равно нет места для этой штуковины дома, потому что она очень большая, и если я буду коллекционировать все свои эксперименты, я буду жить на свалке. Но опыт все-таки был классный, и мне прям очень понравилось работать над этой штукой в кратчайшие сроки. Я рада, что мы все успели, поэтому все супер. Ребята, спасибо огромнейшее за то, что вы досмотрели этот видос до конца. Если он вам понравился, поставьте ему, пожалуйста, класс. Также подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видосы. И все, увидимся в скором времени. Пока!